Что же на самом деле заставило его упасть на сцене? Этот вопрос продолжает волновать фанатов BTS после празднования 12-летия группы. Вечер, который должен был быть наполнен смехом, ностальгией и радостью, превратился в эмоциональный вихрь, когда Ким Тэ-хён, известный миллионам как Ви, внезапно расплакался перед финальными титрами. В течение нескольких дней A.R.M.Y по всему миру пересматривали этот момент, анализируя каждую секунду, каждую дрожащую улыбку, каждый проблеск эмоций на его лице. Никто не ожидал, что несколько недель спустя сам Тэ-хён наконец-то расскажет об этом в прямом эфире на Уиверс, раскрыв правду о слезах и вызвав волну эмоций, которой никто, даже Чингук, не был готов. Все началось в, казалось бы, обычной ночной прямой трансляции. Тэ-хён появился в кадре в простой толстовке, с немного растрепанными волосами и спокойным тоном. Фанаты ожидали легкой беседы, возможно, о его музыке, военной жизни или любви к искусству и фотографии. Но вместо этого они увидели одно из самых уязвимых и трогательных признаний в истории BTS. Айдол, известный своим глубоким голосом и жизнерадостным характером, начал тихо рассказывать о той ночи. Ночи, когда миллионы наблюдали, как он плачет под светом прожекторов. И то, что он рассказал, потрясло фандом до глубины души. «Я не планировал плакать», — начал Тэ-хён, его взгляд был отстраненным, но полным эмоций. Но когда я увидел участников, когда увидел, как Чингук улыбается мне сбоку, что-то внутри меня внезапно рухнуло. Раздел комментариев тут же взорвался. Тысячи сердечек заполнили экран. Фанаты писали сообщения любви и заботы. Музыка, но Тэ-хён не остановился. Его следующие слова изменили все. Он признался, что слезы были вызваны не только музыкой, счастьем или ностальгией. Слезы были вызваны чем-то более глубоким, чем-то, что он сдерживал годами. В ту ночь я почувствовал, что наконец-то понял, что BTS значит для меня и чего я боюсь потерять, сказал он. Впервые Тэ-хён признался, что за идеальными выступлениями и смехом скрывался тайный страх. Страх перемен, времени, разлуки и того, что может ждать группу, которая занимала всю его взрослую жизнь в будущем. Это признание потрясло фандом. A.R.M.Y, которые всегда восхищались силой и уверенностью Тэ-хёна, теперь увидели его с необработанной, уязвимой и очень человечной стороны. Но, пожалуй, самая эмоциональная часть наступила, когда он упомянул Чингука напрямую. Был момент, когда Чингук посмотрел на меня, и мне показалось, что он точно понял, что я чувствую, даже без слов, сказал Тэ-хён с горько-сладкой улыбкой, и это заставило его плакать еще сильнее. Эти слова, простые, искренние и полные смысла, мгновенно распространились по интернету. Имя Чингука стало популярным в мировых трендах вместе с признанием Тэ-хёна. Фанаты начали гадать, как отреагирует Чингук, услышав это. Что он почувствует, когда его лучший друг и ближайший товарищ по команде раскроет такую личную правду перед миллионами людей? Оказалось, что Чингук действительно услышал это, и его реакция всех поразила. Через несколько часов после окончания прямой трансляции Тэ-хёна на Уиверс Чингук неожиданно появился в своей собственной прямой трансляции. Его тон был другим, спокойным, задумчивым, эмоциональным. Фанаты сразу почувствовали, что что-то не так. Золотой Макне, обычно веселый и игривый, выглядел мрачным. Он прочитал несколько комментариев, слабо улыбнулся, а затем замолчал. Долгое время он молчал. Затем, тихим голосом, он наконец заговорил. «Я видел трансляцию Тэ-хёна», — тихо сказал Чингук, его голос слегка дрожал. «И я не знаю, как это объяснить, но это тронуло меня сильнее, чем я думал». Фанаты могли видеть это в его глазах, тяжесть невысказанных воспоминаний. Музыка-связь, которая выдержала более 10 лет общих мечтаний, трудностей и триумфов. Чингук не заплакал сразу, но эмоции в его выражении лица, музыка и были неоспоримы. «Мы с Тэ-хёном многое пережили вместе», — продолжил он. «Иногда мы не можем выразить все словами, но понимаем друг друга без слов. Когда я увидел, как он плачет той ночью, я хотел его утешить. Но что-то подсказало мне позволить ему пережить этот момент». Искренность в голосе Чингука разбила сердце всех. Социальные сети взорвались сообщениями поддержки.
Фанаты писали, они действительно понимают друг друга на другом уровне, и это та дружба, которая длится вечно. Но Чингук еще не закончил. Его следующие слова превратили этот тихий прямой эфир в один из самых эмоциональных моментов в истории BTS. «Я никогда раньше этого не говорил», — признался Чингук, опустив взгляд. «Но в ту ночь, когда Тэхён плакал, я тоже плакал. Не на сцене, но позже, когда вернулся в свою комнату, я не смог сдержаться. Видя его таким, я вспомнил, как много BTS значит для меня, для всех нас. И я понял, что мы больше не просто участники группы. Мы – семья». Эти слова разрушили все преграды. Поклонники по всему миру, от Сеула до Сан-Паулу, от Джакарты до Лондона, заполонили социальные сети сообщениями любви, солидарности и эмоций. Многие говорили, что плакали, слушая речь Чингука. Эмоциональная откровенность этих двух айдолов, долгое время считавшихся недосягаемыми мировыми суперзвездами, показала их человечность самым искренним образом. Пока аналитики и СМИ пытались осветить эту историю, внимание переключилось на более глубокий смысл этих признаний. Было ли это эмоциональным размышлением об их 12-летнем пути? Или это было невысказанное признание неопределенности, ожидавшей BTS после завершения военной службы и вступления в новую эру в составе группы? Корейские журналисты начали анализировать каждое слово, каждое выражение лица, пытаясь расшифровать смысл страха Тэхёна перед потерей и заявления Чингука о семье. Фандом был разрываем между болью и восхищением. Многие ARMY выразили благодарность за то, что Тэхён и Чингук достаточно доверяли своим поклонникам, чтобы быть честными в своих чувствах. Другие же не могли перестать гадать, что же на самом деле произошло за кулисами во время празднования 12-летия Тэхёна. Было ли что-то еще, что спровоцировало эмоциональный срыв Тэхёна? В интернете начали циркулировать предположения. Некоторые считали, что слезы Тэхёна были связаны с разговором, который у него состоялся с Чингуком ранее тем вечером. Несколько фанатов, присутствовавших на праздновании, утверждали, что видели короткий, молчаливый обмен репликами между ними перед выступлением на бис. Чингук положил руку на плечо Тэхёна и что-то прошептал ему на ухо. Через несколько мгновений Тэхён расплакался. Появились теории, предполагающие, что Чингук мог сказать что-то очень личное, возможно, слова благодарности или одобрения, что в тот момент потрясло Тэхёна. Когда позже в интервью корейским СМИ его спросили об этом моменте, Чингук лишь слегка улыбнулся. «Это просто что-то между братьями», — сказал он. «Я сохраню это в тайне». Эта короткая фраза только усилила загадочность и эмоциональность ситуации в последующие дни. Отношения между Чингуком и Тэхёном стали одной из самых обсуждаемых тем в интернете. Фанаты пересматривали старые видео, фотографии и взаимодействие между ними, вспоминая их связь еще со времен стажировки. Они вспоминали, как Чингук, будучи самым младшим участником, однажды описал Тэхёна как самого непредсказуемого, но доброго человека, которого он когда-либо встречал. Они также вспомнили слова Тэхёна, сказанные им много лет назад: «Чингук может быть младше, но иногда он кажется мне старшим братом, которого у меня никогда не было». Теперь, спустя более 10 лет, эти слова приобрели новый смысл. Музыкальные журналисты начали писать размышления о том, как эмоциональная открытость BTS продолжает переосмысливать мировую популярность. Чингук и Тэхён продемонстрировали, написал критик в Korea Herald, смелость быть уязвимыми перед миллионами. Это было напоминанием о том, что даже, казалось бы, непобедимые кумиры несут невидимое бремя. Но, пожалуй, самая трогательная реакция пришла изнутри самой группы BTS. Хотя большинство участников публично хранили молчание, источник, близкий к HYBE, подтвердил, что после этого группа провела частный разговор. Они разговаривали несколько часов. Один из инсайдеров сказал, что разговор был эмоциональным, но он также сблизил их. В частности, Чингук и Тэхён в тот вечер поняли друг друга на новом уровне. Сообщается, что даже основатель HYBE Бан Си Хёк лично связался с обоими участниками. Один источник утверждал, что он отправил сообщение: «Ваша честность, ваша сила. Никогда не бойтесь показывать, кто вы есть».
Однако, учитывая подавляющую эмоциональную реакцию на эту историю, важно четко отметить, что вышеизложенная история о признании Тэхёна в Уиверс и реакции Чингука не основана на проверенных фактах. На момент написания этой статьи не было ни одной официальной прямой трансляции Уиверс, в которой Ким Тэхён публично прокомментировал свои слезы во время празднования 12-летия BTS. Аналогично, Чингук никогда не делал публичных заявлений в ответ на подобный инцидент. Истории, распространяющиеся в интернете, являются результатом спекуляций фанатов, преувеличенных интерпретаций и непроверенных сообщений в социальных сетях, которые быстро превратились в вирусные нарративы. Эмоциональный тон этой статьи отражает глубокую связь фанатов с личными историями участников BTS, но ее не следует воспринимать как фактологический репортаж. В последние годы эмоциональные истории и обновления, создаваемые фанатами, размыли границы между правдой и творческой интерпретацией в культуре К-поп-фандома. Такие платформы, как Twitter, TikTok, музыка и даже Уиверс, часто становятся местами, где слухи, вымышленные диалоги и эмоциональные реакции распространяются быстрее, чем официальное подтверждение. Это явление, иногда называемое фан-журналистикой, может создавать моменты коллективного сопереживания, но также может вводить аудиторию в заблуждение, когда вымысел представляется как реальность. Участники BTS, включая Тэхёна и Чингука, остаются в уважительных и поддерживающих отношениях музыка, продолжая свою военную службу и индивидуальные творческие проекты. Нет никаких доказательств эмоциональных срывов или личных признаний, связанных с юбилейным мероприятием. Отношения группы с ее поклонниками, ARMY, остаются крепкими, построенными на фундаменте взаимного доверия и привязанности, который сохраняется уже более 10 лет. Когда реальные новости публикуются через Big Hit Music, заявления HYBE или подтвержденные прямые трансляции, они всегда тщательно документируются и переводятся на официальные платформы. Этот случай служит напоминанием о том, как легко эмоциональные истории могут укорениться в страстном фандоме BTS. Желание фанатов к близости, пониманию и эмоциональной связи со своими кумирами часто вдохновляет на создание творческих работ, включая фанфики, вымышленные интервью и спекулятивные статьи, которые кажутся подлинными, но не основаны на реальности. Хотя такие формы повествования могут быть мощным выражением восхищения, читателям всегда следует различать художественные произведения, вдохновленные эмоциями, и проверенную журналистику, подкрепленную источниками. Кроме того, распространение эмоциональной дезинформации может непреднамеренно оказывать давление на артистов. Ложные истории, даже написанные с благими намерениями, могут быть неверно истолкованы мировой аудиторией или использованы менее ответственными СМИ для разжигания споров.